Больше 200 роликов снято лично мной на этот телефон. Любая фотография на него, даже если вы не умеете делать фото, потребна. 11 месяцев на рынке, но он все еще топ. Почти год с момента того, как его представили, но даже на данный момент он второй по возможностям селфи-камеры, выше него только Huawei Mate 40 Pro, и четвертый по возможностям фото и видео основной камеры. Экран обволакивает грани смартфона, что есть хорошо и плохо одновременно. В рублях за год он не просел вообще. Спасибо курсу. Always on Display, конечно, на борту. Шим в наличии. 90 Гц у экрана, экран не топовый. Это мой основной смартфон, как и у многих других блогеров, которые не используют яблочную продукцию на постоянной основе. Сейчас о нем расскажу. Tube 782, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. Их, кстати, сейчас на 14 девайсов. И добавилось еще одно условие, нужно быть подписанным на канал для стримов. Ничего там делать не нужно, даже смотреть его, но подписанным нужно быть. А сегодня я расскажу вам о годовалом флагмане Huawei P40 Pro, как и обещал вам уже около полугода. Упаковка стандартная, в комплекте есть даже проводная гарнитура, и это хорошо, ведь уже есть те, кто даже зарядки перестал в комплект засовывать. Пока смотрите распаковку и результаты синтетических тестов, расскажу об основных моих наблюдениях. Экран OLED-овский с частотой обновления экрана 90 Гц. Яркость очень скромная 530 нит. И что довольно странно, на солнце мне ее хватает. Хотя у того же Mi 11, который был у меня на обзоре, его вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, я его не рекомендовал, кстати. Пиковая яркость 1500 нит, а постоянная 900. Высота 158 мм, толщина 9 мм, ширина 72 мм. Вес аппарата около 209 граммов. Аппарат по ощущениям увесистый, и я всегда его носил в чехле. Без него я бы его точно разбил, как и мой прошлый Huawei P20 Pro. Процессор Huawei Kirin 990G, графический процессор 16-ядерный Mali G76, что неплохо, 8 гигабайт оперативки и 256 гигабайт на борту. Всего этого хватает с головой, учитывая, насколько оптимизированная оболочка на данный момент у Huawei. Управление жестами, по мне, правда, здесь бесполезно. Android до сих пор 10 версии и 11 не предвидится. IP68 защита от влаги и пыли, это круто. Две симки и memory card максимум на 256 можно в него запихивать. По тестам Antutu и подобным синтетическим штукам телефон даже в 2020 году был как флагман среднячком, не говоря уже о 2021. Тротлинг-тесты он проходит не суперски, инфракрасный порт в наличии, USB-C версии 3.1, но комплектный кабель сюда засунули стандарты USB 2.0, Bluetooth версии 5.1, Wi-Fi двухдиапазонный, фейл то, что сверху новомодный динамик под экраном. Окружающие слышат все ваши разговоры. Для оплаты с помощью сим-карты используется только слот сим-карты номер 1, NFC в наличии и оплата работает. Вибро ниже среднего. Сканер отпечатков пальцев в экране работает супер. Динамическое изменение герцовки в наличии. Но я бы сказал, что шим здесь присутствует, притом приличный. И DC-димминг здесь не особо помогает. Эпичный недостаток, что стереодинамиков в телефоне нет. Но в Mate 40 Pro он правда появился. Правда, Mate намного дороже. Зарядка Huawei Supercharge на 40 Вт заряжает до сотки чуть больше часа. Есть поддержка 27-ваттной беспроводной зарядки и также есть поддержка реверсивной зарядки. Экран живет около 4,5 часов, но этот аппарат у меня прилично уже просел. На морозе, как вы знаете, я его использовал очень часто и много. Google сервисы на него встают, но через костыли и устанавливать сложно, долго и муторно. Любая программа может быть скачана через APK-файл. Huawei об этом позаботился. Диалоги в мессенджерах при копировании с другого телефона скачиваются в том числе. К сожалению, сейчас можно использовать только один e-mail, не знаю почему, но у меня два не завозится. Интерфейс без фризов супер топовый. Обрезанная клавиатура во всех программах, вечная боль и во всем. Будьте морально готовы, если решите купить. Основная камера ультракамера Ultra Vision на 50 мегапикселей. Широкоугольный объектив и оптическая стабилизация изображения. Плюс кинообъектив на 40 мегапикселей, ультраширокоугольный, сверхчувствительный телеобъектив на 12 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, 3D-объектив для изменения глубины резкости плюс режим автофокуса. В общем, если у вас прямые руки, вы будете делать магию с этим телефоном в руках. Зум и цифровой зум, оптический зум и гибридный зум. Режим видеозаписи есть с поддержкой 4К 60 FPS. Фронталка на 32 мегапикселя плюс объектив изменения глубины резкости поддерживает запись 4К 60 FPS также. Мне это не нужно, но согласитесь, это нереально круто.
круто. Объектив для изменения глубины резкости с инфракрасным датчиком поддерживает функцию разблокировки при помощи распознавания лица, и работает он отлично. Напоминаю, у DxO Mark по селфи телефон на данный момент на втором месте, по основной камере на пятом. И все, что стоит по рейтингу выше, стоит дороже. Я купил этот телефон вместо разбитого мною Huawei P20 Pro, чтобы на него снимать свои ролики. По факту, с сентября на канале снято все именно на него. Мне не нравится только автофокус. Вот вам пример его работы. 24 февраля, 4К 60 FPS, и это шикарнейший Huawei P40 Pro. Не буду его перехваливать, в этом и смысл, что практически каждый телефон я тестирую в одной и той же локации с единственной разной погодой. Сейчас легкий туман, и сказать, что погода плохая, ничего не сказать, мало света, но вот так справляется у нас Huawei P40 Pro, правда, шумов все равно при увеличении X10 хватает. Как вы видите, телефон даже с рук снимает довольно неплохо. С автофокусом у него не все хорошо, как я и говорил. Мне, допустим, не нравится, как его автофокус работает, хотя снимаю я все время на него. И кто бы что ни говорил, может быть, единственное, вот только он поймал. Единственная причина, почему автофокус подглючивает, хотя я прошивку обновляю, в том, что раз телефону много месяцев, и два, телефон у меня перепрошит на Google сервисы. Я уверен, я прямо вижу, как это влияет. То есть сейчас я уже тыкнул на фокус сюда. Если фокус настраиваешь сам кликом, то тогда все быстро и хорошо. Если ждешь, когда телефон переключится, это все долго и мучительно. Покупал бы я этот телефон, если бы не собирался снимать ролики, если бы не собирался использовать камеру, однозначно нет. Основной шик здесь — это камера. Экран ниже среднего, очень подвержен царапинам, я его капитально поцарапал чуть ли не в первую неделю. Стабильность работы супер, Google сервисы накатить сложно. Фанатов в море, 460 страниц обсуждений на PDA тому подтверждение. Телефон тяжелый, но удобный. Воды не боится, подтверждаю, иначе бы его уже давным-давно утопил. Лаги от накатанных на него Google сервисов выползают постепенно, но они не критичны. Очень бесит, что твои разговоры слышат окружающие. Третий раз это повторяю, но не забывайте, потому что если вам нужна приватность, это точно не про этот телефон. Либо с Bluetooth гарнитурой разговаривать. Камеры настолько крутые, что прямо не верится, а это еще учитывая то, что снимаю я без стабилизатора и операторских навыков. Цена по ссылке в описании к видео 57 999 рублей на данный момент, или около $700. В магазинах сами знаете, сколько этот девайс стоит. Если есть промокоды для скидок, они будут в моем телеграм-канале по ссылке в описании к видео. Веду его сам, что купил или покупаю, скидываю сразу туда. Но долго то, что я скидываю, обычно не продают. Дешевые разметают быстро, как и промики. Резюмирую, топовые Huawei дорого, но их железо и оболочка того стоят. Без сервисов, пусть и с костылями в некоторых моментах, жить можно. С другой стороны, зачем? Один ответ — камера. Для мобильных устройств, для меня она в них лучшая, а у меня есть чем сравнивать. Играть, разговаривать, смотреть на нем фильмы тоже очень комфортно, но есть телефоны и подешевле для этого. Ставьте лайк за труды, смотрите описание, там все мои контакты и описание розыгрышей. Подписывайтесь с колоколом, девайс сюда или нет, польза даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.